Перед тем, как начать рассказывать вам про основную тему нашего сегодняшнего видео, небольшая информационная вставка. Как вы можете видеть, на нашем канале произошел ребрендинг. Теперь он носит название «Сумрачный архив». Сделано это было потому, что предыдущее название Mystery было, скажем так, очень уж расплывчатым для поиска на YouTube. Это слово часто употребляется в различных словосочетаниях и выражениях, а также входит и в название большого количества других каналов. По ребрендингу все. Еще попрошу тех из вас, кому не безразлично наше творчество и кто хочет оставаться на связи. Подписывайтесь на наше сообщество в ВК и группу в Telegram. В связи с новой волной слухов о том, что блокировка YouTube в России и Беларуси возможна, а также с недавними сбоями в работе YouTube в наших странах, я делаю вывод о том, что эта блокировка при нынешнем положении дел, скорее всего, неизбежна. Я очень хочу ошибаться на этот счет и буду рад, если в итоге я окажусь неправ. Но для подстраховки попрошу и вас на всякий случай подписаться на наши сторонние ресурсы. Ссылки находятся в закрепленном комментарии и в описании под этим видео. Заранее спасибо. А сейчас не будем тянуть и перейдем к теме нашего сегодняшнего видео. Помните ли вы свой самый первый поход в цирк в вашем детстве? Я неплохо помню это событие, несмотря на то, что оно произошло около 30 лет назад. Само собой, запомнил я его не в мельчайших деталях, а скорее всего в моей памяти осталось общее яркое воспоминание об этом очень приятном эпизоде моей жизни. Но вот что мне запомнилось действительно хорошо, так это моя первая в жизни встреча с клоунами. Лично мне эти цирковые персонажи в подавляющем большинстве случаев кажутся вполне безобидными и порой даже очень смешными. Сцены, которые умелые представители этой профессии разыгрывают на наших глазах, могут развеселить даже взрослых людей, не говоря уже о детях. Тем не менее, явление клоунады, как и многие другие явления нашей жизни, имеет и темную сторону. Многим из вас известно о том, что некоторые вымышленные представители этой профессии могут быть далеко не самыми добрыми ребятами. Порой они могут творить воистину жуткие вещи. Здесь можно сразу вспомнить про невероятно харизматичного, хитрого и в то же время абсолютно сумасшедшего противника Бэтмена по прозвищу Джокер. Или же главного злодея кинодилогии «Ужасающий». Ну и, конечно же, никак нельзя не упомянуть знаменитого Пеннивайза из романа «Оно» за авторством Стивена Кинга, а также из его одноименных киноадаптаций. Эти ребята с радостью напомнят зрителю о том, что не стоит воспринимать всех представителей этой профессии как безобидных и веселых сумасбродов, чьей задачей является только смешить свою публику. В свое время, возможно 7 или 10 лет назад, я к своему удивлению узнал о том, что существуют люди, которые действительно боятся клоунов. Как выяснилось, в нашем обществе имеется даже отдельный термин для этого состояния – коулрофобия – боязнь клоунов. Эта фобия довольно быстро перестала быть для меня чем-то удивительным, особенно когда я узнал о том, что существует анатидеифобия – это боязнь того, что где-то есть утка, которая может за вами следить. Кстати, дорогие зрители, если среди вас есть те, кому от вида клоунов становится не по себе, напишите, пожалуйста, об этом в комментарии. Мне хотелось бы узнать, насколько распространенной является данная фобия. А сейчас вернемся к клоунам. Сам архетип клоуна-убийцы начал набирать обороты в 80-х годах прошлого века. Его продвижению в массы частично способствовал очень успешный роман Стивена Кинга «Оно», про который я сказал чуть ранее. Но не одними вымышленными персонажами примечательна наша сегодняшняя история. Данный архетип имеет под собой и реальную основу, а именно невероятно громкое дело серийного убийцы Джона Уэйна Гейси. Это был добродушный, на первый взгляд, человек, который имел очень успешный строительный бизнес, вел активную политическую жизнь, занимался общественной деятельностью и был удостоен звания «Человек года». Я переехал в Ватерлоо, штат Айова. Меня удостоили звания «Человека года». Также он на минутку фотографировался с женой президента США на публичном мероприятии. Чтобы вы понимали, кому попало без соответствующей проверки службы безопасности сфотографироваться с женой президента США никогда бы не дали. А это фото было сделано в 1978 году, на тот момент, когда Гейси уже собственными руками убил около 30 человек. Еще он очень любил общественное признание и просто обожал находиться в центре внимания. Он устраивал у себя дома яркие и запоминающиеся вечеринки, одну из которых, по имеющейся информации, одновременно посетило около 300 гостей.
Есть версия, что именно этот маньяк стал источником вдохновения при создании образа Пеннивайза. Сам Кинг никогда не говорил о том, что вдохновлялся личностью Гейси при создании данного зловещего образа. Я даже когда-то встречал информацию о том, что он утверждал обратное и заявлял о том, что личность печально известного Гейси вообще не использовалась при создании образа танцующего клоуна. Тем не менее, здесь имеется очень уж явное совпадение. Идея написания «Оно» зародилась у Кинга в голове в 1978 году. Аккурат в этом же году был арестован Гейси, и тогда про его дело в США вещали буквально из каждого утюга. Как-то подозрительно совпало, не находите? Но не стоит думать, что я преуменьшаю значимость романа «Оно». Смело скажу, что это превосходное произведение, которое однозначно могу рекомендовать к прочтению всем любителям ужасов. Дело Джона Гейси оказало серьезное влияние на культуру США и оставило свой след в медиаиндустрии. Его имя, а также отсылки к нему появились в «Южном парке», «Американской истории ужасов», «Сверхъестественном», «Побеге из тюрьмы» и многих других фильмах и сериалах. Перечислять песни, в которых есть отсылки к данному персонажу, я вообще не буду, так как их очень много. А сейчас мы перейдем к реальной истории. Заранее предупрежу вас, что данный случай оброс массой различных неподтвержденных слухов и домыслов. Также мы узнаем, был ли Гейси на самом деле зловещим клоуном, который использовал безобидный образ для заманивания своих жертв. Или же этот образ был создан журналистами, репортерами, писателями и другими медийными личностями. Джон Уэйн Гейси родился 17 марта 1942 года в Чикаго, штат Иллинойс, в семье Мэрион Элейн Робинсон и Джона Гейси-старшего. У него было две сестры. Старшую звали Джоан, а младшую Кэрон. Согласно книге Терри Салливана и Питера Майкена «Клоун-убийца», у него было обычное детство, за исключением далеко не самых лучших отношений с его отцом. По описаниям людей, которые были с ним знакомы, Джон Гейси-старший был неприятным жестоким алкоголиком, склонным к вспышкам ярости, физическому, а также моральному насилию над своими детьми. Больше всех от него доставалось именно Джону. Он очень часто его оскорблял и бил. Самого же Джона Гейси-младшего эти авторы описывают как человека глубоко любящего и уважающего своего отца и отчаянно, но безуспешно желающего завоевать его одобрение и внимание. Как насчет твоего отца, Джон? Ты упомянул, что никогда не мог по-настоящему угодить ему. Я не ненавидел своего отца, но он очень жестко тебя воспитывал, не так ли? Мой отец был старой закалки. У него было неполное образование, но он был хорошим кормильцем, с сильной волей и сильными взглядами. Он также был алкоголиком, к сожалению. Он злоупотреблял? Когда он пил, он становился почти другим человеком. Мой отец постоянно бил всех своих детей. Когда Гейси было примерно около 14 лет, во время игр на детской площадке его сильно ударили по голове качелями. В результате этой травмы в его мозгу образовался тромб, который оставался незамеченным до тех пор, пока ему не исполнилось 16 лет. С момента получения этой травмы на протяжении примерно 5 лет он часто падал в обмороки, и у него случались эпилептические припадки. Его здоровье в целом было далеко не самым крепким. Помимо вышеназванных проблем, у него было слабое сердце. Из-за этого на протяжении всей жизни его несколько раз госпитализировали. Но найти точную причину боли, которую он испытывал, не удалось. Особенно часто он жаловался на свое сердце после ареста. Хотя действительно серьезных сердечных приступов у него никогда не было. Давай вернемся к твоему детству. Каково было состояние твоего здоровья в детстве? Когда мне было 10 лет, мне сказали, что у меня были проблемы с сердцем, и поэтому у меня была тенденция часто терять сознание. Я сейчас не о детских болезнях, которые у тебя были, я имею в виду несчастные случаи. Когда я впервые пошел в профессиональное училище, меня ударили парковыми качелями по боковой стороне головы. В каком примерно возрасте это было? Около 14, я думаю. Когда тебя ударили качелями, ты потерял сознание? Да, но я не ходил в клинику. Это было в то время, когда я начал понимать, что у меня эпилепсия. Были ли у тебя эпизоды, ты знаешь, судорог? Да, судороги были. Его отец не верил в то, что он болен, и считал, что Джон таким образом хотел привлечь к себе внимание и получить заботу от окружающих. Вообще, для своего отца Гейси-младший был сплошным разочарованием.
Мальчишка с излишним весом и слабым здоровьем, не проявляющий интерес к рыбалке и мужским видам спорта, никак не мог соответствовать завышенным стандартам своего отца. Поэтому папаша часто его оскорблял, называя маменькиным сынком, неженкой, и пророчил, что тот вырастет гомосексуалистом. Также есть информация о том, что в его детстве до него дважды домогались. Первый раз это произошло, когда ему было 3 года. Это сделала умственно отсталая соседская девочка. Второй раз это произошло, когда ему было около 9 лет. Это сделал друг его отца. В одном из источников я читал о том, что этот случай вообще закончился изнасилованием. Тем не менее, никакого подтверждения этой информации на зарубежных источниках мне найти не удалось. Также сам Гейси в одном из интервью упоминал этот случай, но не заявлял о том, что его изнасиловали. Подвергался ли ты когда-нибудь сексуальному насилию? В возрасте 9 лет был подрядчик, он строил дом по соседству, и он забирал меня и возил на прогулки. Он часто показывал мне борцовские приемы, постоянно зажимая мою голову между его ног, но в то время я не видел в этом сексуального подтекста. Он показывал мне борцовские приемы, и моя голова всегда была зажата между его ногами или под ним. За все свое детство Гейси-младший сменил 4 школы, но в итоге так и не закончил свое школьное образование. В 1961 году он уехал в Лас-Вегас, где поначалу работал в службе скорой помощи, а затем стал работником морга. Там он проработал около 3 месяцев. По имеющейся информации, ему несколько раз сделали выговор за то, что он спал в гробах. Также однажды он якобы открыл гроб, в котором находилось тело умершего подростка. Гейси его раздел и начал ласкать. Впоследствии он был уволен, потому что на нем заметили одежду умершего подростка. Сам Джон в одном из своих интервью отрицал эти факты. Я работал в морге ночным дежурным, забирая тела из больниц и прочее для них. Я работал ночным дежурным, только у меня не было ничего общего с телами. Все эти разговоры о том, что я спал с мертвецами или занимался сексом с мертвецами, это все неправда. То, что я действительно жил в морге, да, но не в комнате для бальзамирования. Я никогда не забирался в гроб или что-то в этом роде, так что это звучит чертовски смешно. Здесь стоит отметить, что он отрицал и свою причастность практически ко всем совершенным им убийствам, так что лично я не стал бы верить его словам. После увольнения из морга Джон покинул Лас-Вегас и вернулся домой, где поступил в бизнес-колледж Иллинойса. Там он развил в себе талант продавца. После окончания учебы он устроился стажером в компанию Нан-Буш в центре Чикаго. Гейси преуспел в своей должности и буквально через несколько недель был переведен в Спрингфилд, все в том же Иллинойсе, чтобы управлять магазином мужской одежды компании. Там он проработал почти год. Вскоре после повышения по службе Гейси женился на Мэрилин Майерс, девушке из богатой семьи, и переехал с ней в Ватерлоу, штат Айова. В 1966 году его тесть купил 3 ресторана KFC и предложил Джону их возглавить. От такого предложения Гейси само собой не отказался. Согласно более поздним сообщениям в «Курьере Ватерлоу», Гейси быстро стал известным и уважаемым членом сообщества. В феврале 1966 года у пары родился сын, а через год, в марте 1967 года, дочь. Жизнь Джона была настолько успешной и безоблачной, что могло показаться, что все складывается слишком уж хорошо, чтобы быть правдой. Так оно и было на самом деле. Идиллическая жизнь Джона Гейси пошла под откос в марте 1968 года, когда 2 подростков из Ватерлоу, Дональд Вурхис и Эдвард Линч, обвинили его в сексуальном насилии над ними. Гейси заявил о своей невиновности, и казалось, что на тот момент он мог бы с легкостью себя оправдать. Он отрицал все обвинения и сам предложил пройти проверку на полиграфе, которую в итоге провалил из-за того, что слишком сильно нервничал, когда отрицал обвинения полиции. Тем не менее, он продолжил отрицать обвинения и настаивал на том, что они сфабрикованы и политически мотивированы. В итоге 10 мая 1968 года Гейси все равно предъявили обвинения в содомии, но в августе того же года он совершил серьезную ошибку, наняв другого юношу из Ватерлоу, Рассела Шрёдера, чтобы тот избил Дональда Вурхиза. Таким образом, Гейси хотел его запугать. Как нетрудно будет догадаться, Шрёдер был пойман и во всем сознался, а Гейси арестовали. 7 ноября 1968 года он признал себя виновным по обвинению в содомии в отношении Вурхиза. 3 декабря он был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. Заключение он отбывал в государственной тюрьме Аномас.
Сразу же после заключения Гейси его жена подала заявление на развод. Он больше никогда не видел своих детей. Во время заключения отец Гейси умер от цирроза печени на Рождество 1969 года. Джон был условно-досрочно освобожден в 1970 году, отсидев всего 1,5 года из назначенных 10. После освобождения Гейси вернулся в родной Иллинойс и некоторое время жил со своей матерью. Он успешно скрывал свою судимость до тех пор, пока полиция не начала расследование его последующих убийств. После переезда Гейси устроился шеф-поваром в ресторан «Чикаго». В 1971 году при финансовой помощи своей матери он купил дом по адресу 8213 West Somerdale Avenue. Между полом дома и землей было небольшое пространство, примерно около 120 сантиметров. Именно это место впоследствии стало братской могилой для 29 юношей, которым не посчастливилось появиться в жизни Джона Уэйна Гейси. 12 февраля 1971 года Гейси было предъявлено обвинение в хулиганстве. Мальчик-подросток утверждал, что Джон подобрал его на дороге и попытался принудить его к сексу. Жалоба была отклонена, когда мальчик не явился в суд. Совет по условно-досрочному освобождению Айовы не узнал об этом, и Гейси был освобожден из-под условно-досрочного в октябре 1971 года. 22 июня 1972 года Гейси снова был арестован и обвинен в нанесении побоев, после того, как другой молодой человек сказал, что Джон показал значок шерифа и заманил его в машину и принудил его к сексу. И снова обвинения были сняты. В 1972 году Гейси женился на Кэрол Хофф, с которой был знаком с подросткового возраста. У нее на тот момент было 2 дочери. Кэрол вместе с ним переехала в дом Джона на Саммердейл-авеню. В 1975 году Гейси открыл собственный бизнес – строительную компанию PDM Contractors. В то же время его брак начал рушиться. Гейси уходил поздно вечером и не появлялся всю ночь. Затем его супруга начала находить валяющиеся повсюду бумажники с удостоверениями личности незнакомых ей молодых людей. Вдобавок ко всему, Джон начал приносить в дом гей-порнографию. Пара развелась в марте 1976 года. Гейси стал членом местной демократической партии, так как очень сильно интересовался политикой. В 1975 и 1976 годах он работал в комитете по уличному освещению городка Норвуд-Парк. Также в 1975 году его назначили директором по ежегодному параду в честь Конституции Польши в Чикаго. С 1975 по 1978 годы Гейси руководил этим мероприятием. В этом качестве он встретился и сфотографировался с первой леди Розалин Картер, женой 39-го президента США Джимми Картера, которая была в городе на ежегодном параде в честь Дня Конституции Польши, состоявшемся 6 мая 1978 года. Когда Гейси руководил этим парадом уже 3-й год подряд, Картер позировала с ним для фотографии, которую сама лично подписала. Надпись гласила «Джону Гейси с наилучшими пожеланиями. Розалин Картер». На снимке Гейси носит значок с буквой «С», обозначающий человека, получившего специальное разрешение секретной службы США. Во время обыска дома Гейси после его ареста эта фотография вызвала серьезное замешательство у секретной службы. Розалин Картер также значилась в списках полиции как потенциальный свидетель его преступлений. Тем не менее, на допрос она вызвана не была. Свое первое убийство Гейси совершил 3 января 1972 года. Жертвой был Тимоти Маккой. Джон познакомился с ним за день до убийства на Чикагском вокзале после посещения выставки ледяных скульптур. После знакомства он пригласил его к себе домой, где они очень бурно провели время, употребляя алкоголь, марихуану, а также предавались плотским утехам. На утро, когда Гейси проснулся, он увидел Тимоти в своей комнате с ножом и решил, что тот хочет его убить. Между ними завязалась потасовка, во время которой Джон случайно убил Маккоя, так как был старше его и намного сильнее. Выйдя после этого на кухню, он увидел яйца и бекон, которые юный Тимоти так и не успел приготовить. В этот момент Джон понял, что Маккой не планировал ее убивать, а лишь просто хотел приготовить завтрак. Так Тимоти стал первым человеком, чье тело было захоронено в подвале дома Джона Гейси. Вскоре после этого случая в его дом переехала его новая жена Кэрол Хофф. Она сразу же обратила внимание на запах, исходящий из-под пола. Также о запахе в доме упоминала и сестра Джона. Когда я впервые увидела дом, в который переехал Джон, моей первой реакцией был запах. Когда вы входите в дом, там стоял этот старый затхлый запах.
Еще про запах говорил и один из детективов, который был в его доме в 1978 году. В декабре 1978 года, когда полицейский детектив подумал, что он чувствует запах разлагающихся тел, Гейси сказал, что это совсем не то, о чем он подумал. Когда мы пришли в дом, мой маленький пес Лхаса Апсо был там, и, конечно, он был заперт на кухне. Вы знаете, весь день маленький щенок, который занимается там своими делами. Вы можете себе представить, как это пахнет, если вы зайдете в комнату, в которой он был закрыт. Выбрав момент, когда жены не было в городе, Гейси раскопал могилу и залил ее бетоном. Что примечательно, во время допроса после ареста Джон даже не мог вспомнить имя этого парня, хотя он помнил его примерный возраст и место, где они познакомились. До мая 1986 года он значился во всех полицейских документах как парень из автобуса, потому что Гейси встретил его на автовокзале. Позже его личность была установлена на основании стоматологических рентгеновских снимков. Второе и третье убийство он совершил 5 января 1974 года и 31 июля 1975 года. Жертвами стали 16-летний Мартин Малфой и 18-летний Джон Будкович. В связи с подозрением по случаю с Будковичем Гейси был вызван в полицию на допрос, но он смог выйти из положения, банально соврав полиции о том, что Будкович приезжал к нему в тот вечер со своими друзьями для урегулирования разногласий по его просроченной зарплате. Но он уехал после того, как все было улажено. Родители Будковича сделали 87 звонков в полицию для того, чтобы была проведена надлежащая проверка Джона Гейси. Но это не дало никаких результатов. Таким образом, за первых 4 года своей кровавой деятельности Гейси убил 3 парней. Еще 30 молодых людей он убил на протяжении 3,5 следующих лет. Судя по всему, он почувствовал свою безнаказанность, и его жажда крови начала набирать обороты. Интервалы между убийствами становились все более короткими. Сам Гейси впоследствии признавался в том, что были случаи, когда он убивал сразу по 2 человека за один раз. Последним в списке его жертв стал Роберт Пист. 11 декабря Гейси с рабочим визитом посетил аптеку Des Plaines. Он планировал заключить контракт на ремонт этого помещения. Роберт работал в этой аптеке. Между ними завязался разговор, и Гейси предложил ему поработать на его компанию. Предприимчивый юноша, желающий неплохо заработать, дал свое согласие, и они назначили встречу, на которой должны были обсудить детали будущего сотрудничества. Об этом заявила мать Роберта, ведь она заехала за ним после работы, но парень сказал ей, что придет немного позже. Также он сообщил ей, куда именно, к кому и зачем он отправляется. Во время так называемого собеседования Гейси поинтересовался у Писта, не желает ли тот зарабатывать большие деньги весьма специфическими способами, намекая на занятия проституцией, на что получил отказ. Позднее, тем же вечером, Джон применил к Роберту один трюк с наручниками, который до этого часто применял и к другим своим жертвам. Трюк заключался в том, что сначала Гейси надевал наручники на себя и освобождался из них, банально открывая их ключом, который прятал между пальцев. Затем он предлагал жертве попробовать повторить то же самое. Вот только ключей у жертвы не было, и после этого он начал пытать Роберта и угрожать изнасилованием. Из показаний самого Гейси во время этих издевательств он надел на шею Роберта веревочную петлю, но не затягивал ее. Затем ему якобы позвонили по телефону, и он был вынужден оставить парня на несколько минут для того, чтобы ответить на звонок. Разговор, по словам Джона, продлился совсем недолго, но по возвращении обратно в комнату он обнаружил, что Пист был уже мертв. Вскоре мать Роберта подала в полицию заявление о пропаже сына, и началось расследование, которое вел Джозеф Казенчик. Он напрямую обратился к главному прокурору штата Терри Салливану и описал ситуацию, которая заключалась в том, что Роберта Писта характеризовали как юношу с образцовым поведением. Именно поэтому вариант с возможным побегом жертвы из дома сразу же был отклонен, и были организованы масштабные поиски. Однажды утром один молодой полицейский подошел ко мне и сказал: «Терри, вчера вечером здесь была пара и сообщила о своем сыне, который пропал. Я думаю, что в этом есть что-то странное. Я не верю, что он сбежал». Салливан согласился, что Роб Пист был непревзойденным, хорошим ребенком, преданным своей семье, отличником, который хотел стать астронавтом. У него не было причин убегать. Поиски были организованы немедленно. Во время расследования и изучения информации по Гейси выяснилось, что он уже был судим за содомию и нанесение побоев.
Полиция начала подозревать Джона в похищении и удержании Роберта в своем доме, и вскоре был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены полицейские значки, пистолет, шприцы с иглами, наручники, книги на тему педофилии и гомосексуализма, порнографические фильмы, фалоимитаторы, сильнодействующие седативные препараты, а также чек из аптеки, где работал Роберт. Есть распространенное мнение о том, что полиция не спускалась в подвал дома, однако это не соответствует действительности. Они обследовали подвал во время первого обыска. Помимо сильного и очень неприятного запаха, там не было обнаружено ничего подозрительного. К тому же Гейси выровнял в подвале всю землю, и там не было абсолютно ничего, кроме насоса для отвода грунтовых вод. После этого за Джоном была установлена круглосуточная слежка. Несмотря на это, он продолжал очень убедительно играть роль уверенного в себе и спокойного человека с чистой совестью, демонстрируя всем своим поведением то, что ему абсолютно нечего скрывать. Он иногда даже приглашал следящих за ним полицейских в бары или кафе, а также сообщал им о том, куда он собирается поехать в тот или иной момент дня, на тот случай, если они вдруг потеряют его из виду. Затем полиция пригласила на допрос бывшего сотрудника, работавшего на Гейси, Дэвида Крема. Он заявил о том, что Джон имел привычку домогаться до своих работников. Затем был допрошен еще один сотрудник, Майкл Росси. Он сообщил о том, что Гейси продал ему машину Джона Шика, еще одной своей жертвы. После этого, во время осмотра машины Шика, в ней были обнаружены чьи-то волосы. Затем, дополнительно, эта же машина была обследована на присутствие Роберта Писта с использованием поисковых собак. Одна из собак легла на пассажирское сиденье автомобиля, что подтверждало то, что Пист ранее находился в этой машине. Тем не менее, Джон просто так сдаваться не желал, и на следующий день подал против полиции иск с требованием прекратить слежку и дальнейшие проверки. Вскоре полиция уже было почти собрала достаточное количество улик и показаний для проведения второго обыска. Затем сам Гейси, поняв, что уже попался, признался своему адвокату в том, что убил около 30 человек. Из-за опасения того, что он может совершить попытку самоубийства, полиция его арестовала, предъявив обвинение в распространении наркотиков. Таким образом, они получили разрешение на второй обыск и сразу же спустились в подвал, где нашли человеческие кости. Во время одного из допросов Гейси сам нарисовал карту, на которой указал места захоронения своих жертв. Даже с рукописной картой Гейси полиции потребовались недели, чтобы найти все тела, которые были похоронены в подвале под домом. Гейси убивал и хоронил своих жертв в течение как минимум 4 лет. Во время одного из допросов Гейси сам нарисовал карту, на которой указал места захоронения своих жертв. На территории его дома были обнаружены останки 29 человек, 26 из них он закопал в подвале, одного в столовой и по одному человеку в гараже и на заднем дворе дома. Еще 4 некоторое время спустя были найдены в местной реке. 5 тел не идентифицированы до сих пор. Гейси начал выбрасывать тела в реку из-за того, что в его подвале закончилось место, и там было мало пространства, из-за чего ему приходилось передвигаться там ползком. Вследствие этого у него начала болеть спина. Для руководства эксгумацией прибыл судмедэксперт из округа Кук Роберт Штайн. Сначала они полностью вырвали половицы во всем доме, обнажив подполье. Одни рабочие раскопали грязь под домом, другие начали разбирать гараж. К полудню появился первый мешок для трупов. Этот процесс длился до тех пор, пока все захороненные тела не были найдены. Каждый день доктор Штайн сообщал о каждом новом открытии. Никто не знал, сколько тел еще будет найдено, но, основываясь на признании Гейси, предполагалось, что число будет значительным. Когда все это закончилось, стало понятно, что это одно из самых ужасных преступлений этого века. Вот список всех 33 жертв Джона Уэйна Гейси. Как мы можем видеть, среди его жертв были только подростки. Самому младшему из них, Сэмюэлю Степлтону, было всего 14 лет. Это совсем юный возраст, но уже достаточно взрослый для того, чтобы можно было исключить клоунов и все, что с ними связано, из списка его увлечений. Среди жертв Гейси попросту не было малолетних детей, которым могли быть интересны клоуны. В дальнейшем он сам утверждал, что занимался клоунадой не для того, чтобы заманивать к себе своих жертв, а потому что ему просто это нравилось. Он любил развлекать детей, и это приносило ему удовольствие. Клоунада была для меня отдыхом. Я любил развлекать детей. Например, разные люди, вы знаете, они расслабляются по-разному. Для кого-то это выпивка. Я наносил на себя клоунский грим и расслаблялся, и мне нравилось это делать. Обычно я делал это 2 раза в месяц.
Вы не использовали это, чтобы заманить или привлечь к себе детей? Нет, мы посещали разные больницы и развлекали там детей, и мы не развлекали их наручниками или чем-то в этом роде. Все, что мы использовали, это животные из воздушных шаров, маленькие игрушки и тому подобное, но мы также устраивали парады. Летом, например, 4 июля, раньше я бывал на 4 парадах за один день. Я всегда говорил людям, что когда наносил на себя клоунский грим, то регрессировал в детство. Это было весело быть клоуном, потому что ты мог оставаться самим собой или просто позволить себе притвориться дураком. Ты мог бы устраивать фарс, веселиться и хорошо проводить время. Вот почему мне всегда нравилась клоунада. Она приобрела зловещую репутацию из-за моей истории. Есть основания подозревать, что в его списке может быть гораздо больше, чем 33 жертвы. В этом деле также есть несколько выживших и одна потенциальная жертва, если в этой ситуации можно так выразиться. Это Тони. Он встретил Джона, когда ему было около 14 лет. Произошло это в Авроре, штат Техас. Туда Гейси, судя по всему, приезжал на отдых в 1970 году, еще до совершения своего первого убийства. Там он познакомился с Тони и после этого предложил ему выпить пиво и отвел его в свой номер. Он начал с ним разговаривать на темы секса, после чего стал домогаться до подростка. Тони вырвался от него и сбежал, после чего сообщил о произошедшем своей матери. В этот раз они не стали заявлять об этом в полицию. Спустя примерно 4 года Тони снова встретил Гейси в Авроре. На этот раз он сам подошел к нему и напомнил о том, что произошло несколько лет назад. Гейси, естественно, ответил ему, что он впервые его видит. Вероятнее всего, он просто побоялся что-либо противопоставлять уже крепкому юноше почти 18 лет. В третий раз Тони встретил Гейси уже примерно в самом конце 1978 года. Но, как вы можете догадаться, эта их встреча произошла не лично. Тони был в магазине и увидел фотографию Гейси на главной странице газеты. После этого случая его мать сообщила местным полицейским о том, что ее сын ранее чуть было не стал жертвой Джона. Но там ей сказали, что это дело не местной полиции, так как оно находится в юрисдикции шерифа округа Кук. Я смотрю на эти газеты. Я не мог разглядеть заголовки, но увидел лицо этого парня, и у меня начался озноб. Поэтому я встал и пошел оттуда, и на каждом шагу я говорил себе, что это тот парень, который пытался заманить меня в ловушку в номере отеля, и это тот парень, с которым я столкнулся на пристани 4 года спустя. Позже, в 2007 году, с Тони связался репортер из Chicago Tribune. Из их разговора он узнал о том, что в то время Гейси устраивал турне по озерам в той местности, и по подозрительному стечению обстоятельств, в то же время в этих озерах нашли довольно большое количество тел молодых людей, которых приняли за утопленников. Сам же репортер был уверен в том, что это не утопленники, а жертвы Гейси, которых в итоге так и не удалось связать с его делом. В 2007 году мне позвонил репортер из Chicago Tribune, и у него было много информации. У него было больше знаний, конечно, ведь у него было преимущество. Он проводил расследование постфактум. Он сказал, что хочет поговорить со мной об этой встрече, поэтому мы поговорили об этом. Мы разговаривали 45 минут, и он сказал, что верит, и я теперь тоже верю, что Гейси совершил круиз по Делсу в Висконсине. Он посетил Женевское озеро, озеро Озарк и озеро Кентукки. Он сказал, что у них в то время было много случаев, которые они называют утоплениями, но он не верит, что это были несчастные случаи. Он считал, что эти молодые люди были убиты. 6 февраля 1980 года над Гейси состоялся суд. Сам Джон пытался доказать свою невменяемость, а также утверждал, что страдает раздвоением личности. Врачи защиты это заявление подтвердили, а врачи обвинения опровергли и заявили о том, что он полностью отдавал себе отчет в своих действиях в то время, когда убивал своих жертв. На суде Гейси вел себя очень спокойно и уверенно, и даже был уверен в том, что выиграет это дело. Он сидел сзади и читал Chicago Sun-Times и некоторые рекламные объявления. Там он вырвал страницу и обвел адрес, где должна была состояться вечеринка в честь Дня Святого Патрика. Он передал мне ее через судебного пристава и сказал: «Увидимся там». К счастью, этой встречи не произошло. Последним весомым вердиктом было высказывание прокурора Уильяма Канкла. Я сказал присяжным: «Хорошо, если вы хотите проявить милосердие», а потом я остановился на полуслове, обернулся и подошел к доске с фотографиями жертв.
Затем очень медленно с громким щелчком срывал каждую фотографию с доски. Думаю, у меня есть примерно 2 минуты, чтобы собрать все 22 фотографии в своей руке. Я вернулся к скамье присяжных и прямо им в лицо сказал: «Посмотрите, хотите ли вы проявить милосердие к этому человеку? Вы проявите к нему такую же милость, которую он проявил к этим людям?» Затем я просто швырнул фотографии. В зале суда на пару минут воцарилась тишина. В итоге Гейси был приговорен к смертной казни, которая изначально должна была состояться 2 июня 1980 года, но приговор был приведен в исполнение только 14 лет спустя. За все эти годы Гейси подал очень большое количество апелляций, из-за чего его казнь постоянно откладывали. Он беззаботно проводил время в тюрьме, рисуя свои картины, которые потом продавались за весьма неплохие деньги. У Джона Гейси не было проблем с тем, чем себя занять. Он проводил большую часть своего времени за рисованием. Это образ Иисуса, как я вижу его внутри себя, целостный, потому что Он — это все для всех людей. Здесь еще стоит вернуться к тому моменту, про который я говорил буквально минуту назад. Джон всерьез рассчитывал на то, что ему удастся избежать наказания за совершенное им злодеяние. Вероятнее всего, данный реверанс в сторону религии с его стороны был не более чем игрой на публику. Такое положение дел, а также его растущая популярность и постоянный уход от наказания не устраивали очень большое количество людей, особенно родственников убитых им парней. В итоге приговор был приведен в исполнение 10 мая 1994 года. Он был казнен путем введения смертельной инъекции. Он получил намного более легкую смерть, чем любая из его жертв. По моему мнению, он получил намного более легкую смерть, чем он заслуживал. Но самое главное, что он заплатил за свои преступления своей жизнью. Через несколько месяцев после казни Гейси была организована церемония. Родственники убитых парней были приглашены взять картину Гейси и сжечь ее. Это был не более чем символический жест, но для многих он был очень важен. Таким образом была достигнута цель раз и навсегда избавить мир от ужаса, созданного Джоном Уэйном Гейси. На этом видео подошло к концу. Всем спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, на ваше усмотрение лайк или дизлайк. Подпишитесь на этот канал, если вы еще этого не сделали. Также, по желанию, подпишитесь на наше сообщество в ВК и Телеграм-канал. Берегите себя и своих близких. До новых встреч и всего вам хорошего.